Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас 9 июня 2026 года. И в этом видео я хочу подробно, обстоятельно разобрать очень важную и показательную ситуацию, которая ярко демонстрирует, как тесно переплетаются политика, адвокатская деятельность, интересы крупных игроков и реальное правосудие в Украине. Меня как юриста мотивирует не просто желание прокомментировать очередное громкое дело, а стремление раскрывать обществу реальные механизмы влияния, которые стоят за громкими процессуальными баталиями, потому что только через понимание истинных мотивов участников мы можем оценивать справедливость решений судов, дисциплинарных комиссий и следствия. Сегодняшний разговор – это не поверхностный обзор, а глубокий анализ на основе фактов, дат и логики событий. Начнем с ключевой фигуры Лариса Сергеевна Криворучко, адвокат, которая активно и последовательно защищает охранников Петра Порошенко. Речь идет о Вадиме Чучковском, Сергее Валиваче, Руслане Крамаренко и других бывших сотрудниках управления государственной охраны. Именно в рамках этого дела Винницкая КДКА 23 октября 2025 года приняла решение о приостановлении права Криворучко на занятие адвокатской деятельностью на 6 месяцев. С 23 октября 2025 года по 23 апреля 2026 года. Формальным поводом стали якобы неявки адвоката в судебное заседание Печерского районного суда Киева 15-16 мая 2025 года и наследственные действия 29-30 мая 2025 года. Но давайте разберемся в сути самого уголовного дела против охранников. Согласно версии следствия Государственного бюро расследований ГБР, 28 марта 2019 года, буквально за считанные недели до первого тура президентских выборов в Украине, люди из ближайшего окружения Порошенко встретили в Киевском аэропорту Жуляны самолет, прибывший из Москвы. С борта были приняты чемоданы с 38 миллионами евро наличными, деньгами, без какого-либо таможенного оформления и декларирования. Следствие утверждает, что эти средства предназначались для финансирования предвыборной кампании Петра Алексеевича Порошенко, в том числе через каналы, связанные с окружением Виктора Медведчука, кума Путина. Главным доказательством в этом деле стала видеозапись, которую в профессиональной среде уже прозвали флешкой ФСБ. Этот материал якобы фиксирует процесс передачи чемоданов в московском аэропорту Шереметьево и последующую приемку в киевском аэропорту Жуляны. Запись была получена через Тараса Козака и другие каналы, связанные с Медведчуком, который
на тот момент уже находился в орбите российских интересов. Теперь включаем холодную логику и геополитический расчет. Москва накануне выборов 2019 года была крайне заинтересована в ослаблении Порошенко. Петр Алексеевич позиционировал себя как жесткого оппонента России, особенно после событий 2014-2015 годов. Поэтому схема могла выглядеть следующим образом. Российские структуры через Медведчука, как удобного посредника, обеспечили реальную передачу средств, чтобы деньги дошли до получателя, но одновременно организовали качественную видеофиксацию всей операции. Цель – получить мощный компромат, который можно было бы использовать для дискредитации Порошенко в украинском информационном и правовом пространстве. В результате такой двойной игры Москва объективно способствовала победе Владимира Зеленского, который воспринимался как менее антироссийская фигура на тот момент. Виктор Медведчук в этой схеме играл роль классического моста. С одной стороны, помогал с логистикой и контрактами, а с другой обеспечивал передачу компрометирующего материала украинским правоохранителям. Это типичная операция влияния, где одна рука дает, а другая фиксирует и использует. И вот, в этой сложной политической и уголовной истории появляется Лариса Криворучко. Она не просто адвокат по назначению или случайный защитник. Криворучко жестко и профессионально отстаивает интересы именно этих подзащитных, оспаривает меры пресечения, которые изначально включали огромные залоги в сотни миллионов гривен, критикует следствие ГБР, публично указывает на процессуальные нарушения. Из всей совокупности фактов логично следует, что Лариса Сергеевна – человек, тесно связанный с политическим лагерем Петра Порошенко, его сторонник и, по сути, часть системы юридической защиты интересов этого лагеря. Именно поэтому дело против нее в Винницкой КДКА, куда материалы передали после того, как Киевская комиссия не смогла или не захотела рассмотреть, выглядит не просто дисциплинарным, а политически мотивированным. 28 августа 2025 года комиссия открыла дисциплинарное производство по жалобе руководителя отдела ГСУ ДБР ОМ Говорущака. 23 октября 2025 года применили самое жесткое взыскание. Однако 8 апреля 2026 года Кассационный административный суд Верховного суда отменил процессуальное решение нижестоящих судов и направил дело на новый круг рассмотрения, указав на нарушение принципа доступа к правосудию. Друзья, почему это важно? Потому что мы видим, как личные и политические связи адвоката напрямую влияют на выбор тактики защиты и на отношение к нему со стороны государственных органов. Переходя к другому громкому делу,
делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, мы должны учитывать именно этот контекст. Ранее мы обсуждали гипотетический сценарий защиты, активное требование переводчика на русский язык, массовые заявления об отводе судей и участников процесса по языковым мотивам, акцент на нарушении языковых прав и тому подобное. С учетом всей описанной картины, такой сценарий сегодня выглядит мало реалистично реализуемым, но не безнадежно. И дело здесь вовсе не в каких-то там пророссийских нарративах. Дело в том, что одним из главных лозунгов Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года был «Армия, мова, вера». Разыгрывание сценария в деле об убийстве Фарион, который опирается на права Зинченко как русскоговорящего гражданина Украины, идет в прямой разрез с этой политической линией лагеря Петра Порошенко. Именно поэтому Лариса Криворучко, как член этого лагеря, вряд ли будет заинтересована в реализации этого сценария, хотя именно он теоретически мог бы привести к массовым отводам коллегии судей и перезапуску судебного рассмотрения на новый круг. В этом смысле нужно понимать, что хотя Криворучко и утверждает, что она верит в закон и тому подобное высокие глаголы, но по факту она политически ангажирована не хуже, чем судейская коллегия, только не свободовским национализмом, а порошенковщиной с ее идеологией и практикой дискриминации языковых прав русскоговорящих украинцев, как это не прискорбно для Зинченко и, может быть, его матери и отца, но Криворучко – это не тот человек, который рискнет ради Зинченко и закона своей конъюнктурой в лагере Порошенко, позволяющей ей цинично объявлять, что она оказывает адвокатские услуги про боно. В такой ситуации Зинченко останется только самостоятельно реализовывать предложенный мной победный сценарий, опирающийся на его языковые права как русскоговорящего гражданина Украины без помощи Ларисы Криворучко. Напомню, что этот сценарий состоит в заявлении ходатайства о предоставлении Зинченко бесплатного переводчика с русского и на русский язык всего того, что происходит в суде, и реализации его законного права на использование им его родного русского языка в судебном процессе. В случае отказа суда Зинченко по замыслу заявляет отвод судейской коллегии в связи с предвзятостью судейской коллегии в связи с отказом и инцидентом в судебном заседании 1 мая 2026 года, когда судья Невойт назвал русский язык языком оккупанта. И в случае отказа в отводе Зинченко начинает в судебном заседании при каждой фразе, произнесенной судом или сторонами, кричать, что он ничего не понимает и требует переводчика. Сам сценарий подробно описан в моем видео от 8 июня 2026 года. Ссылку вы увидите в подсказке. Что же касается Ларисы Криворучко,
что предполагаемый ее отказ от участия в реализации Зинченко стратегии защиты с упором на его права как русскоговорящего украинца – это не вопрос профессионализма или личных качеств. Это вопрос политической логики, реальных связей и интересов, когда адвокат годами отстаивает людей, вовлеченных в историю с финансированием кампаний через Москву, она объективно находится в определенном политическом поле. И в этом поле стратегия тотальных языковых отводов и акцента на русском языке выглядит неестественной и даже вредной для их порошенковской общей линии. Мы наблюдаем классический пример того, как в современном украинском правосудии политика часто оказывается важнее буквы закона. Дисциплинарные комиссии, следствие, суды – все это работает в контексте больших политических игр. Моя мотивация как юриста в данной ситуации – это показывать вам эти механизмы, показывать их обществу, чтобы люди могли отличать реальную защиту прав от инструментализации адвокатуры в политических целях. Друзья, я буду и дальше внимательно следить за развитием обоих дел. И по охранникам Порошенко, где ключевые фигуранты уже на свободе после пересмотра залогов в декабре 2025 года, и по делу Зинченко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение и вопросы. Только через открытое обсуждение мы можем влиять на качество правосудия в стране. Кто не жадный, донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Буду весьма признателен. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Берегите себя и оставайтесь критичными.